людей нету. Мгм. Ну, будешь заходить, спрашивай там людей, что я сейчас пока TikTok настрою. Интересно, странно, конечно. Так, ну ты увидишь там. Так, все, да, включилось. Зайдет. Да, все уже. Только еще 0 человек. Пока оповещение сейчас пройдет по всем, кто-то будет заходить. Да, буду спрашивать, как. Да. Ну, можно, конечно, сделать еще там. Мы не против друг друга. Так. Так у тебя новый тикток здесь, только 8 подписчиков. Старого нет. Да и бог с ним, с этим тиктоком. Плохо. Да, конечно. Так, один человек. Здравствуйте, пишите что-нибудь, чтобы мы понимали, как связь, как слышно, как видно. Кто заходит, пишите, откуда вы, что и как у нас связь. Как связь? Лагаем, не лагаем, слышно, картинка как. Долго не были, вот решили протестировать меня, насколько остались знания в моей голове, что потерял, что осталось, что стерлось, что еще есть. Поэтому пишите, кто заходит, пишите, что откуда, кто откуда, как слышно, как видно. Вот, 2 человека, пишите. Всех приветствую, давно не видел, не слышал, как и вы меня, наверное. Но вы-то меня слышите в записи. Сколько вас, меня много. Я везде. Вот. Так, я помню, как видео. Я тебе потом найду тут комментарий, я его... Так ты можешь... А он когда закрывается просто, пока еще не надо. Ну, Зачитаешь, нет, так будет пока да. Так можно и на моем телефоне, какая разница. А, да, у тебя Ну, же в уже принципе, можно да, с тобой. если тебе этот надо, то я в своем могу. как бы. Могу просто с него тоже заходить, тестировать звук. Да. Как бы, Сейчас я так и сделаю. как бы найти. Звук тестировать. Раз. А у меня подключения нету, надо подрубить. Все работает. Это долго-то грузит интернет, значит. Да. Ну, наверное. О, здесь ничего себе, 10 человек. Вот, Здравствуйте, всё, давай ребята, тогда- пишите. Давай тогда тормознем пока с этими рабочими. Да, пишите, кто, откуда, как слышно, как видно. Рад вас всех видеть. Стрим по психологии. КПТ, наука стрессоустойчивости. То есть люди присутствуют, которые находятся в тревожном расстройстве, либо повышенная тревога, кто-то в депрессии, потому что это расстройство разновидности разные, как бы есть тревожно-депрессивное, также когнитивка хорошо работает с биполярным расстройством, то есть когнитивно-поведенческая терапия это самая основная наука, которая помогает людям справляться с расстройствами, которые связаны с психикой. Вот, ответил на ваш вопрос. Видно, человек только зашел, задавал вопрос, о чем стрим. Вот, поэтому вкратце вам образно описал, о чем будет стрим. Если вы новый человек, кто уже меня знает, как бы в Ютубе не первый год, поэтому уже знающие меня знают, о чем стрим. Так, Адил Жумалиев. Здравствуйте. Скажите, как слышно, как видно, как картинка идет, тормозит, не тормозит, как идет прием? И город какой. Число зрителей 19, Да. а одновременно просмотры 9. Да, какой город, какая страна, откуда смотрит, откуда смотрите ореол, как бы, чтобы понимать охват нас, с каких стран смотрят. Я знаю, что с многих стран смотрят, со всего мира, из постсоветского нашего пространства и из Европы.
и даже с Америки люди смотрят, то есть со всего мира. Поэтому пишите, кто в данный момент откуда, чтобы мы знали, кто присутствует, как бы интересно на эфире, да, присутствует. А также уже те, кто с нами долго. Москва, здравствуйте. О, Анна, догадываюсь, какая, здравствуйте. Звук нормальный, все хорошо. Звук нормальный, все хорошо. Смотри, нам какие-то плюшки вон. Есть у нас плюшки. Это новые функции. Какие-то новые плюшки. Вот. Рассказывайте, как дела, Анна? О, Бишкек. Бишкек. Видите, у нас большой ореол. Всех рад слышать, все мы братья и сестры, поэтому всех рад слышать. И Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Россия, и Украина, и Балтийские у нас страны. То есть охват и Польша, и охват у нас очень большой. Очень большой охват. Так. То есть трансляция нормально, да, качество, картинка, все идет хорошо, все идет хорошо. С чего бы я сегодня хотел, Фарид Кавказ, приветствуем Кавказ, вот все наши знакомые, всех узнаю, очень рад снова вас видеть, в такой вот даже записи слышать. С чего бы я хотел сегодня начать? Я бы хотел сегодня начать с поста, который нам на ютубе написала Лидия. Это женщина с Украины, проживающая в Киеве. Почему именно я хочу зачитать этот пост? Потому что она человек возрастной, ей 70 лет. 70 лет. Так, сейчас буду зачитывать пост. Так, Слава, не бегай, чтобы не сбивать. Добрый день, Александр. Помните меня? Лидия Сергеевна из Киева, 70 лет. Я вышла из этого страшного состояния. Так загнала себя до панических атак. Страх остаться дома одной. Бегала по больницам. Симптоматика всякая была. Ноги ходить не могли. Сковывало все тело. Голова кружилась. Мышцы живота спазмированы были. Есть не могла. Аппетита не было. Потеряла в весе 12 килограмм. Еле двигалась. Страшно было давление мерить, мгновенная паника. Страшно вспомнить. Отказалась от всех таблеток. Их полная тумбочка. Даже от давления. Пришла к выводу, организм умнее всех профессоров. И все это благодаря вам. Слушала вас. Ну, здесь вы спаситель мой, спасибо огромное. Благословит вас Господь и семью вашу. Здоровья всем и уверенности в себе. А главное, устранить свой страх, убеждая себя. Саша, вы сейчас редко выходите в стримы. Может, на другом канале проводите встречи? Спасибо за ответ. А людям желаю выздороветь. Я год выходила, слушала Александра. Все видео просмотрела, засыпала и просыпалась под его видео. И знаете, казалось бы, смотрела уже это его видео 2-3 раза. И вдруг, эврика, дошло до понимания, дошло. И оказывается, все просто. Я, когда было плохо, я представляю себя молодой, красивой и в шелковом платье, длинном в горошек. Было такое в молодости. Всем добра, всем выздоровления. Вот такой пост. Почему я именно хотел вам зачитать этот пост? Потому что бытует мнение, все врачи, буквально все говорят, что если ты в возрасте, то с этого состояния невозможно выйти. Но я вам всегда в своих эфирах и в своих роликах
говорил, что невозможного ничего нету. Что возможного ничего нету. И вот этот человек, Лидия Сергеевна с Киева, которой 70 лет, она это доказала. То есть у меня появился факт. Ведь до этого я говорил, что можно, но у меня не было фактов. Но исходя со своих знаний, то, что со мной происходило, и то, какие вещи в тренировках я делал, и то, что как я это все видел, где-то я на подсознании, я был даже уверен, что это можно сделать в любом возрасте, потому что наш мозг пластичен. Он пластичен и очень хорошо тренируется. И тренируется в любом возрасте. В любом возрасте. И вот эта женщина, наша подписчица Лидия Сергеевна, она как пример того, что это можно сделать в любом возрасте. То есть она это доказала. Она это доказала. Она такой теперь своеобразный герой на нашем канале, Лидия Сергеевна. И если вы хотите, то можете ей написать. Ее пост находится на ролике My Story. То есть на английском языке «Моя история». Такой белый фон, и там написано «My Story». Вот этот пост находится на этом ролике. И я даже думаю, что она будет рада, если кто-то захочет с ней пообщаться. Вот, чтобы, и заодно вы поймете, что я вам тут непридуманное что-то читаю, как бы, вот мы такую петицию составили, я вам зачитываю. А вы именно можете пообщаться с этим человеком, с Лидией Сергеевной, которая вышла с этого состояния, вот, уже в возрасте. Так, смотрим дальше. Как нужно тренироваться. Так, то Север, благодарим вас безмерно. Кавказ. Смотрите, как нужно тренироваться. Поймите, это мне не объяснить в двух словах. Это, как нужно тренироваться, это создано вот у нас целая... Программа. Не то, что программа, а создан вот целый канал. Там 170 видео, уже может и 200, которые я создавал мы создавали на протяжении, можно сказать, 2 лет непрерывной работы, 2 лет. Поэтому там идут объяснения, что, как, почему и что делать. Работать с мыслями, да. Работа с мыслями — это одна из важнейших задач. Если вы не научитесь управлять своими мыслями, то выход с этого состояния как бы очень проблематичен, очень. Одно из основных — это научиться разделяться с мыслями, то есть работать с мыслями. Вот. Благодарим вас, дочь. Так, что еще? Да, задавайте вопросы. Вот Адил Джумалиев, уже первые вопросы пошли. Также пишите, с каких городов начинается руминация. У вас, скорее всего, не ночью начинается руминация, а у вас, скорее всего, Адил Джумалиев вас выбрасывает ночью со сна. Скорее всего, вы это имеете в виду. Автобомбер, вот все уже знакомые, наши старые знакомые, постоянные, которые уже с нами, уже годы, да, Слава, уже да, даже годы, не месяца, а годы. Приветствуем. У вас, скорее всего, вы имеете в виду то, что выкидывает ночью со сна, то есть идет вспышка тревоги и, соответственно, тебя как бы выбрасывает со сна тревога. То есть уровень тревоги повышается и тебя выдергивает со сна. Я думаю, вы это имеете в виду. Высокую тревогу нужно выдерживать, перетерпеть, не избегать ее. Не избегать. И когда тебя отпускает, делаешь вывод через анализ, что с тобой ничего не случилось.
И так, делая раз за разом, когда у тебя высокая тревога, идут всплески, либо ты на сильной тревоге находишься, ты ее просто выдерживаешь, перетерпливаешь. И через анализ осознаешь, что с тобой ничего не случилось. И так у тебя начинает страх потихоньку уходить. Потому что ты получаешь факт, ты получаешь видение максимальной тревоги, что за ней. То есть за этой максимальной тревоги. Как правило, люди избегают, они не дают высокой тревоги, когда волна пошла, они не дают ей дойти до конца. Они делают охранительные действия, они начинают метаться, что-то хватать, там что там, полы мыть, там еще что угодно люди начинают делать. То есть они как бы сбивают эту волну, не дают вот этому страху, тревоги, вспышки этой дойти до конца. И вот это называется замкнутый круг тревожности. Вот когда ты избегаешь постоянно эту тревогу, не даешь ей дойти до конца, потому что тебе кажется, сам могу встать утром, сам могу. Поясните, немножко непонятно. Сам могу встать утром. Сам могу встать утром. Ну, так мы все сами встаем утром. Немножко я не понимаю. Поясните свой вопрос. Я немного не понимаю. Могу сам встать утром. Поясните вопрос, чтобы мне было понятно, немножко не понимаю. Но когда кто-то говорит, что нужно встать утром, у меня тревожность. Но когда кто-то говорит, что нужно встать утром, у меня тревожность. Вам нужно найти причинно-следственное, почему у вас возникает тревожность, когда кто-то говорит, что нужно встать утром. Когда вы сами встаете, ну я так вас понял, когда вы сами утром встаете, у вас тревожности нету. А когда вам кто-то говорит, что нужно встать утром, то у вас возникает тревожность. Как будто нету выбора. Угу. У вас, скорее всего, проблема будет в должествовании, как оно должно быть. И в вашем убеждении может быть такое, что вам никто не должен как бы командовать. То есть ты свободный человек, и я как бы должен делать, как я захочу. Вот, скорее всего, ваше убеждение. И когда вам кто-то говорит, нужно, то есть ты вставай, или нужно тебе встать в такое-то время, то возможно, эти слова у вас и вызывают, скорее всего, раздражение. Ну, соответственно, раздражение, оно похоже, как тревожность тоже такое. Возможно, вот проследите за своими автоматическими мыслями, которые возникают у вас при определенной ситуации. Вот. Я предполагаю, что это так, что ваше убеждение не соответствует ситуации. Вы же должны сами встать утром, то есть вы сами же встаете утром. А здесь как бы вам кто-то командует, чтобы вы встали утром. Начинается там. Да, ночью тревожность. Ночью тревожность. Но когда кто-то говорит, что нужно встать утром, у меня тревожность. Ну, если... Когда говорит... То есть вам, смотрите, вам нужно найти, почему у вас, если это тревожность или напряжение, вот здесь разобраться и по причинно-следственным понять, почему у вас возникает. Это не триггер. Может, вопрос задает. Это не триггер. Могу встать утром, но когда кто-то говорит, что нужно встать утром, у меня тревожность. Вопрос. Это не триггер вопрос? Это вопрос, да? Это не триггер. Смотрите, вот я сейчас пытаюсь понять. Возможно, смотрите,
А может, у вас возникает тревожность, когда вам нужно какие-то дела делать, куда-то идти. А когда вы остаетесь дома, встаете, то у вас тревожности нету. Так ли это или нет? Может возникать тревожность утром, когда ты встаешь, и ты же понимаешь, что тебе нужно... Ну вот, да, это неуверенность работает. Это работает неуверенность, когда тебе нужно решать какие-то задачи, а ты неуверенный человек, и поэтому любая маломайская ситуация, где предусматривается некая, даже минимальная трудность решения некой задачи, то у человека, у меня тоже такое было, возникала сразу тревожность. У меня даже знакомый в моем городе, как бы тоже я ему подсказывал, ну, у него было немножко, он зацепился по поводу здоровья, ипохондрия, да, и вот он, ну, тревожность, она все там вкупе потом это обрастает, и он мне рассказывал, как он в подвале прибивал щиток, да, электрический щиток, ну, где катушки крутят, и корпус щитка этого. И у него мозг трактовал опасность, и он, говорит, его так подтрясывало, он весь спотел, но поведение формирует убеждение. То есть боишься собаки, иди к собаке. И когда ты раз за разом это делаешь, раз за разом это делаешь, то мозг постепенно, он перестает бояться как бы этой ситуации. Еще я себе в таких случаях постоянно говорил, что я совсем справлюсь. Я совсем справлюсь. У меня была такая ситуация, случилось, как бы дочка застудила ушко, да, и мне пришлось ехать в районную больницу где-то километров 30. И меня стало вот неуверенно, сразу тревожность, что как бы ты не справишься с этой дорогой, вот дочка, то есть как бы как триггерная работает, понимаете? И вот все эти 30 километров я себе постоянно говорил как мантру, что я совсем справлюсь. То есть не переставая, постоянно, вот ехал, у меня напряжение чуть-чуть подколачивало, но я постоянно себе говорил и делал, то есть, понимаете, поведение делал, говорил и делал. И вот посчитайте, сколько 30 километров, ну, скажем так, это минут 30-40 было езды, и вот всю дорогу я себе как мантру говорил, что я совсем справлюсь. Но сам могу встать утром. Отец говорит, утром вставать, как будто у меня нет выбора. Смотрите, возможно, вот здесь утром вставать, у меня нет выбора. Это вы воспринимаете так ситуацию за своего убеждения. И вы так думаете, как будто нету выбора. И возможно, вы мне скажите, ответьте на такой вопрос. Используете ли вы в своей речи, да, общение, такое слово, либо думаете так, что я должен? Вот ответьте мне. Или я обязан. Проанализируйте, используете вы это слово систематически. Я думаю, это с этим будет связано. Предполагаю, что это будет связано с этим. И поэтому, когда вам отец говорит, вставай, и утром, и тебе надо что-то делать, а ты не хочешь, да, как бы, ну, блин, еще вот спать хочу. Но из-за должествования у вас тут же возникает напряжение, и вы не можете не пойти. А дальше что происходит? А дальше вы встаете. Ситуация не соответствует вашему убеждению. Вы же должны, но вы хотели полежать. То есть вашему убеждению нет альтернативы, только так, все, и никак иначе. И если вы не идете, то даже если вы пошли, вы как бы из-за должествования вы все пойдете.
Но когда вы уже пошли, вы начинаете жвать эту ситуацию. То есть, получается, ты автоматом попадаешь в вот такую жвачку. Ну, ее можно назвать руминация, но я руминация это как бы не называю, я называю это вот именно, что у вас это жвачка. Когда ситуация прошла, ну ты ходишь ее жуешь. Вот, я не хотел, ну я же не ну, хотел полежаться, а я вот пошел, а вот как я от этого, мне надо... И вот ты ходишь, ходишь, ситуация прошла, ты ее жуешь, 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 из-за этого испытываешь напряжение. То есть поняли, возникла ситуация, вы проснулись, отец вам сказал, у вас из-за этого возникла тревожность, напряжение, потому что вы должны, а вы не хотите. То есть ситуация как бы не соответствует вашему желанию, но ваше должествование, оно не дает вам дальше лежать, потому что у вас возникает напряжение. Вот. Ну, угадал я, попал, да. То есть вы вот написали, видя ваш канал, должен заменю на хотел бы. Смотрите, в чем смысл, кажется, вроде бы слово. Что такое слово, да? Ну, слово. Но в некоторых словах вот и закрыты эти глубокие смыслы влияния неправильных убеждений на нас именно через слова. Через слова, которые мы себе говорим, понимаете? И вот смотрите разница. Должен это только так и никак иначе. Все, только так и никак иначе. Нету альтернативы. Вообще должествование применяется только в исключительных случаях, это где нет альтернативы. Например, если вы плывете в реке, либо в каком-то озере, то вы должны выплыть, потому что альтернативы нету, вы утонете, правильно? То есть вот здесь я должен, нету альтернативы. Если мы дышим, то мы должны дышать, потому что если мы перестанем дышать, мы задохнемся, альтернативы нету. Вот, здравствуйте, Ирина. Как бы во всех остальных случаях, ну, скажем, их намного больше, чем такие случаи, где нет альтернативы. Нужно стоит применять такие слова, как «хотелось бы», «возможно». Вот смотрите, слово, вроде бы простое слово, «хотелось бы». Что в него включается? Что это когда ты говоришь «мне хотелось бы», это значит может быть и так, и так. Значит, я могу поехать, могу не поехать. Я могу встать, могу не встать. Понимаете? Но когда ты понимаешь, что тебе нужно встать там и сделать какие-то, помочь отцу, да, вот в вашем случае, то вы встаете, но при этом вы не испытываете вот этих эмоционального перенапряжения. Понимаете? Ты как бы, ну, хотел бы полежать, но все равно вот мне надо встать, потому что, ну, нужно решить задачу именно вот утром. Тогда ты не испытываешь. А когда в должествовании, то тогда ты испытываешь это напряжение. Второй момент. В должествовании «я должен» вы не сможете отказать человеку, который о чем-то вас просит, потому что вы должны. И поэтому зачастую люди попадают в такую ловушку, что у тебя нет возможности, ну по определенным причинам ты не можешь, тебя попросили, но ты не можешь как бы отказать человеку из-за твоего должествования. Все, ты будешь, если ты ему не поможешь, ты будешь испытывать чувство вины. Вот. Смотрите, интересный... Слава, что это тут? Вот. Смотрите, какой у меня искаженное представление на завтра. Ну, когда встаю утром, задаю себе, почему я так переживал, ведь ничего плохого не произошло. Даю вам ответ. Вы переживали из-за неправильных своих схем мышления, из-за неправильных своих убеждений. То есть от неправильных убеждений мы формируем
как вам сказать, ну, один из моментов, неправильно понимаем реальность, неправильно понимаем реальность, то, что нас окружает и как оно происходит. Понимаете? И поэтому, когда у человека искаженные неправильные, то есть неправильные убеждения, да, то получается, человек систематически испытывает стресс. И вот смотрите, какие интересные моменты получается. Если человек с должествованием «я должен» попадает на человека с должествованием, что должны ему, то по факту этот человек с должествованием, которому должны, он становится по факту энергетическим вампиром. Он начинает вами пользоваться, потому что ему все должны. А ты со своим должествованием, что я должен, ты не можешь ему отказать. И вот это получается по факту зависимость. Тот с должествованием, что мне должны, он начинает тобой пользоваться, потому что ты не можешь ему отказать, хотя ты даже, возможно, будешь это понимать, что тобой пользуются, но ты отказать не можешь. Как только ты откажешь, ты будешь испытывать чувство вины, то есть, соответственно, это всякие телесные проявления нам эти чувства дают. То есть чувство это проявление телесное. Понимаете? И ты вот она как бы зависимость такая получается. Вам доброго здоровья и процветания. Спасибо, Ирина. Вот эти моменты нужно понимать. Есть, кстати, вот это должествование, это самая распространенная языковая ловушка в мире. То есть в должествовании находится очень много людей. Очень много людей. Именно вот с этим должествованием. Мне должны или я должен. Еще такой момент, ну это со мной все было, когда ты что-то делаешь, под какое ты еще искажение попадаешь, что ты начинаешь думать, что все думают так, как думаешь ты, и значит все должны делать так, как делаешь ты, да? Но на самом деле это не так. На самом деле каждый человек, у каждого человека свои способы мышления, у него свои приоритеты, свои убеждения. То есть мы по факту, мы только визуально одинаковые, но по схемам мышления мы все разные, понимаете? И поэтому вот такой происходит, как это называется, резонансные ситуации такие, как бы... Я сам попадал в это, и когда уже с невроза выходил, я анализировал всю свою жизнь, как я попал в это расстройство, почему я попал, каким способом, как я стресс этот испытывал, какой у меня способ мышления был. Все это я хорошо анализировал и видел, как это происходило, и я очень сильное эмоциональное перенапряжение испытывал, когда ситуация не соответствовала моему убеждению. И я вам скажу, это один из факторов, который тебя засасывает дальше в стресс, в тревожное расстройство. Сейчас вам объясню почему. У меня тоже была как бы работа отчасти связана с компьютером, да и любая работа. Когда ты не можешь сосредоточиться и делать работу, то есть ты на руминации, на тревожности, человек по факту очень тяжело сосредоточиться. Практически невозможно. И значит ты попадаешь в такой цуцванг. Объясню, что такое цуцванг. Это, что бы ты ни делал, все закончится плохо. Да? Любой твой шаг приведет к ухудшению ситуации. И получается, что ты по факту попадаешь в вот такой своеобразный цуцванг. Ты и работать не можешь, и не работать ты тоже не можешь. Понимаете? Вот по этим причинам из-за перенапряжения ты не можешь сфокусироваться на работе, а значит ты не можешь, ну не то что даже эффективно, ты не можешь работать от слова совсем практически.
И это обратно тебя вызывает еще больше напряжения, потому что ты должен работать там по определенным причинам, там кормить семью, там т.д. целый набор. А работать ты не можешь, это создает еще большее напряжение, соответственно, вот это эмоциональную подавленность, вот то, что с этим связано. Такой, как я вам говорю, своеобразный цуцванг. То есть ты и работать не можешь, и не работать ты тоже не можешь. Все. И у тебя это, увеличивая этим самым напряжение, тебя начинает больше, больше, больше разносить. Больше, больше, больше тебя начинает раскручивать. Александр, так как... Альбутов. Александр, так как менять мысли? Смотри. Вам еще раз объясняю, как менять мысли. Там же у нас все в роликах работы с мыслями я объяснял. Ну хорошо, давайте еще раз объясню. Сейчас возьму. Вот смотрите, представим, что вот этот фломастер это мысль. Да? Вот. По сути, что такое вообще мысль? Мысль это энергетический импульс, это мысль, либо возникающий, либо приходящие извне, мысль приходит извне, либо зарождается у нас в мозгу. То есть наш мозг производит мысль некую. Вот у тебя появляется мысль. Либо оттуда пришла, либо вот зарождается в мозгу, появляется мысль. Раз, вот она, ты ее слышишь как бы. Даже ты вот обсессии слышал вот это, ты не сможешь, ты не справишься, то есть эти мысли. И когда ты проговариваешь, вот она появляется, мысль, а ты проговариваешь свое слово, то ты отделяешься от этой мысли. Она тогда исчезает. И в этот момент она либо по тебе вообще не работает, либо не так работает, когда ты сливаешься с этой мыслью. Мысли на нас действуют, когда мы с ними сливаемся, начинаем их обдумывать. Понимаете? Тогда мысли у нас вызывают либо тревогу, либо там подавленность. Если негативные мысли, ну вот я со своего опыта рассказываю, как было со мной. То есть я даже поделил эти мысли там на определенные группы. Это негативные, которые вызывали у меня подавленность. Потом тревожные мысли, которые вызывали у меня тревогу. Ну и как бы есть еще страшные мысли, когда человека пугают. Есть такие мысли тоже, которые у человека вызывают страх. Вот. И есть вот там, по-моему, 4, может больше способа работы по разделению с мыслями. Вот я вам привел один из примеров, как отделяться от мысли. Как отделяться от мысли. Потому что мысль влияет на нас, когда мы с ней слились, и тем паче начали ее обдумывать. Вот смотрите, как человек вкручивается в депрессию. Кстати, мне писал не так давно один человек на канале, у меня спросил, можно ли выйти из длительной депрессии? Я ему ответил да. Можно выйти из длительной депрессии, и если депрессии там тоже делятся на, как-то они называются, вот видите, долго не был в этой теме, поэтому название забыл. Ну сейчас попробую своим языком объяснить. Есть депрессии, которые мы попадаем именно вот из-за стрессов, да, тревожных расстройств, потому что ты не получаешь радости, и мозг начинает потихоньку переставать делать эту функцию, выработку серотонина в мозгу, то есть гормон радости, химический состав. И мозг видит, что ты не смеешься, ты не радуешься, и постепенно эта функция там уменьшается. То есть он ее потихоньку подзабывает делать, уже вырабатывать этот серотонинчик. А есть депрессия, именно связана с физиологическим таким, ну скажем, нарушением. То есть именно связана с физиологией. То есть неправильное
изменения там в мозгу, и они как бы физиологические изменения не дают определенной выработки серотонина. Например, вот есть такое расстройство, если вы слышали, биполярное расстройство. Биполярное расстройство. Так вот, в биполярном расстройстве присутствует именно физиологическое нарушение мозга. И поэтому человек, у него эйфория, да, идет, то есть там такие интересные процессы происходят. Человек может наоборот быть какое-то время в эйфории, то есть длительное время в эйфории, там месяц в эйфории, то есть он неадекватно действует, он там думает, что он сейчас купит там 100 лотерей, выиграет там кучу денег там, или такое есть, он может купить там цветов, вот привезти там любимой девушке кучу там, целый багажник цветов, образно так. То есть он делает как бы неадекватные поступки, потому что он преувеличивает, он думает, что сейчас вот он как бы царь земли, да, и вот он сейчас тут, блин, порешает все задачи. И потом происходит наоборот, человек начинает садиться в депрессию, все, у него там негативные мысли, потом могут появиться суицидные мысли, то есть это вот такой резкий, как вам сказать, относительно, он не резкий, он плавный, но все равно такое считается как бы резкий перепад настроения, только не в один день. В один день это, по-моему, когда у человека вот эйфория, потом резкий спад, депрессия, это, по-моему, называется раздвоение личности. Вот могу ошибаться, но это вот оттуда, когда человек вот может раз ночью проснуться, и вот он на дискотеку эйфория прет поехать. Биполярки это немного такой постепенный процесс. Месяц там ты заходишь в депрессию, месяц ты постепенно попадаешь как бы в эйфорию, вот. Но это уже нарушения там есть физиологические. Те люди, которые попадают в депрессию именно с тревожного расстройства, то есть это не наша физиология, а это нету, скажем так, повреждения материи, да, каких-то функций там, а именно идет уменьшение выработки серотонина нашим мозгом именно из-за того, что мы не испытываем радости, у нас нету радости, а мы как бы постоянно живем в стрессе, то есть ты в тревоге, это по факту стресс, ты постоянно живешь в стрессе, поэтому мозг постепенно уменьшает эту функцию выработки вот этого гормона радости, да, там серотонин, мелатонин, там составляющие, ну, в принципе, образно, чтобы вы понимали, я там не буду делить их на какие-то частички разбирать, нам это не важно. Нам главное понимать принципы, как это работает и что с этим делать. Вот, и что с этим делать, как с этим справляться. Также еще какая может быть депрессия. Есть такой момент, когда человек пребывает, и именно что интересно, вот еще вот вспомнил, пришла мысль, что когда мы постепенно погружаемся в депрессию, то депрессия, она по факту тоже может влиять на наше мышление. То есть у тебя появляются негативные мысли. И еще есть такой момент, вы даже могли видеть таких людей, у которых все время все плохо. Это их способность мозга игнорировать положительные моменты, а фокусироваться постоянно на негативных моментах. Вот такой тоже существует такой способ мышления, то есть такой способ вот негативного мышления. И это очень такая тоже хитрая ловушка, потому что человек сам не понимает, он не может понять в силу того, что он находится под искажением. Его мозг будет постоянно фокусироваться на негативном. Точно так, как у людей есть вот катастрофическое мышление, вот про что бы они ни подумали, у них там, все, там закончится как бы, тоже такой негативный сценарий, но там больше тревога у них работает. А
именно с таким чистым негативным мышлением люди, они такие, как находятся в определенной подавленности, понимаете? Они вот никогда не смеются, они не веселые, они такие, как серые такие. И вот у них постоянно все плохо, потому что и их мозг, он фокусируется именно на негативных ситуациях. И они даже любую ситуацию могут переворачивать в негативную ситуацию. Вот я сейчас вспомнил с выжимки, ну, с этой распечатки 10 ошибок мышления, там приводится пример учениц в школе. Девочка находится в таком немножко подавленности, ну, в депрессивном немного состоянии, и вот там два одноклассника над ней смеются, и ее это расстраивает, у нее приходит негативная мысль, что весь мир ужасен и такой беспощаден, что надо мной будут издеваться все время. То есть там тоже в этих способах мышления идут уже такие неправильные выводы. Хотя при этом ее мозг игнорирует то, что остальные там ребята к ней относятся, например, хорошо. То есть ее мозг это исключает, а фокусируется только на негативных факторах, понимаете? И человек, он реально это не замечает. Он это не замечает. Он попадает как под фильтрацию такую. То есть информацию мы воспринимаем основную это через глаза. И когда вот заходит информация в наш глаз, да, там стоят такие как бы, ну, давайте представим, что там, вот, когда информация зашла где-то в мозгу, нам стоят такие фильтрационные сетки, да. Вот они фильтруют информацию, какую пропустить, как бы, какую нет, понимаете? Ну вот это я так уже образно себе представляю. И он отсеивает, он как бы отсеивает ту информацию именно из-за схемы нашей мышления. То есть восприятие реальности идет через спектр глазной линзы, именно как сформировано у нас убеждение. И вот поэтому одно отсеивает, а второе запускает, понимаете? И человек, он реально не видит положительного, а его мозг чисто фокусируется на негативном. И если человеку это не показать, то он может всю жизнь так проживать, понимаете, вот в этом подавленном негативном своем мышлении. Вот. Так, как менять мысли? Так, как менять мысли, я уже как бы объяснил вам. Это один из способов разделения смыслей. Спасибо, здоровья вам, все, спасибо. Так, Адил Джумалиев. Так, по-моему, так, вам ситуацию объяснил, да? Ситуацию вам объяснил. Так, Фариде Альбутовой объяснил. Так, еще задавайте вопросы. Если у кого-то еще есть вопросы, задавайте вопросы. Вот 9 человек осталось. 9 человек. Зададут, можешь не спешить. Так, ну мало, да, на эфире как бы 6-9 да. человек, как-то сразу 15 зашло. До 28, до 23, 28. Да, было даже столько. Ну, но они Вот. быстро разбежались что-то. Вот. Обязан, должен, как решить? Обязан, должен, как решить? Вот вопрос. Смотрите, обязан, должен, ну, как делал это я? Я понимал, что я попал вот в эту ловушку этого мышления, должествования. И когда у меня возникала мысль, что я должен там то я себе говорю, я никому ничего не должен. Вот как только возникала мысль, что я должен, я сразу же себе говорил, я никому ничего не должен. Понимаете? Понимая, что я в ловушке вот этого неправильного убеждения,
то мне нужно было его поменять, это убеждение, переформатировать. И поэтому я применял такие слова, как есть, так есть. То есть, как есть, так есть. Как будет, так будет. Я хотел бы. И вот именно когда я помню вот это слово, что вот у тебя ситуация, у тебя слово, я должен то-то-то. И тут же я себе говорил, я никому ничего не должен. Я никому ничего не обязан. Обязан — это синонимическое значение слова должен. Обязан, должен — это то же самое. Поэтому, осознавая, ты как бы вот оспариваешь эту ситуацию, что ты никому ничего не должен. Что я могу пойти, могу не пойти. Я могу встать, могу не встать. Как бы я могу сделать, могу не сделать. Потому что даже если мы что-то планируем делать родителям, ну вот смотрите, у вас там, наверное, так воспитывают. Ты в своем сознании, ты понимаешь, что мы, как вам сказать, что по жизни, конечно, кто-то смотрит наших родителей, и они стареют, и им нужно помогать, потому что силы они теряют. Ну, как мы сейчас тоже, мы будем расти, стареть, и силы мы будем терять. Но это ты понимаешь, и поэтому ты родителям помогаешь. Но когда ты используешь слово я должен, да, а зачастую вот у меня интересный случай, как еще попадает, а родитель получается тоже в должествовании. Вот у меня одна ситуация, мне парень рассказывал, у него мама с должествованием. Вот она звонит ему и говорит там, ты должен съездить на дачу, там, собрать огурцы, сделать то. Она даже не спрашивает у сына, можешь ты или не можешь. Она с этим убеждением, что ей должны, и она сразу ему в лоб, ты должен это сделать. А он тоже в должествовании, и он не может ей отказать, хотя вот у него другой вопрос, он договорился там дочку вести образно на соревнования. То есть завести ее в определенную точку города на соревнования. И там побыть на соревновании. А мама ему звонит и говорит, что он должен в это время ехать на дачу. И вот как бы человек, все, ты попадаешь в такую ловушку, и маме отказать ты не можешь. И по факту получается, и ты с дочкой спланировал, и это не сделать ты не можешь, как бы ты тоже обещал, понимаете? Я тоже обесцениваю. Все правильно, но под другими словами, это и есть обесценивание ситуации, но здесь понимаете, почему называется осознанность, более ты осознаешь, почему это так происходит, и осознаешь, что тебе нужно сделать, чтобы это убрать. То есть это знать вот эти все цепочки, как они устроены и работают. И исходя из знаний, из понимания, как оно устроено и работает, то ты начинаешь делать, чтобы вот устранить эту причину, чтобы не происходило у тебя напряжение в этих ситуациях. Иными словами, ты просто убираешь стресс. Постепенно, монотонно ты убираешь стресс. Когда ты оспариваешь эти ситуации и осознаешь, вот почему так происходило со мной. То есть осознание. А через замену убеждений ты убираешь у себя напряжение. Чтобы оно больше не создавалось в ситуациях. Чтобы оно больше не создавалось в ситуациях. Вот. Вот как это работает. И в чем сложность? В этих схемах мышления? Потому что у человека не одна ошибка в мышлении, то есть не одно неправильное убеждение, а это целая сеть ошибок, и они формируют твое мышление. И там с одной ошибки будет вытекать следующая ошибка, а с той ошибки следующая ошибка. Оно как бы вот будет из одной входить в другую. Ну, например, сейчас объясню.
например, вот ты в должествовании, тебя просят что-то делать, а ты отказываешь это делать, и тут же ты можешь на себя начинать вешать негативные ярлыки, что я такой вот, почему я такой тщедушный, почему я отказал, а я должен был сделать, а вот я недорека, я такой какой-то неудалый. И вот все, ты начинаешь на себя вешать ярлыки, и это начинает тебя тоже подавлять и разбивать. А вот это все, оно по сути разбивает у человека уверенность. Вообще тревожность, она разбивает, оно, как вам сказать, как бы, оно тебя как начинает потихоньку расшатывать, то есть размолачивать изнутри, и тревожность, она даже может с уверенного человека сделать его абсолютно неуверенным. Ты приходишь к таким моментам, что то, что ты делал раньше, налегке даже не задумываясь, то теперь эта ситуация, то же самое сделать, у тебя вызывает тревогу под сильную неуверенность, понимаете? То есть у тебя даже нету уверенности, что ты вот это примитивное дело не сделаешь. Ну вот, на примере, как знакомый прикручивал электрический щиток в подвале. То есть, ну кажется, что там прикрутить щиток, 4 шурупа загнать. Жуть там, да, ну поняли вы. Зафиксировать на 4 шурупах этот щиток. Но для него это была целая проблема. Там еще плюс мозг, он все время катастрофу рисует себе. Там током тебя ударит, там еще чего-нибудь. Короче, вот такое катастрофическое мышление идет, это у тебя вызывает тревожность, полную неуверенность. И ты, кажется, вот с таким примитивным, с легким делом справиться для тебя становится это целая проблема. Это становится целая проблема. Как изменить мышление? Как изменить мышление в 2 словах не объяснишь, понимаете? Это, как вам объяснить? Это работа не одного часа, чтобы изменить мышление. Здесь я так не смогу вам то, что изучаешь, понимаешь, объясняешь часами, объяснить вам за пару минут, как изменить мышление. Вот. Вот. Так. Задавайте еще вопросы. Спасибо вам, здоровья вам, Александр, так как менять мысли. Там в психологии там много чего, там осознавание, понимание, изменение мышления, убеждений, потом эмоциями учишься управлять, понимать, какие существуют схемы мышления, каким способом ты мыслишь. Вот я, когда уже с этого состояния вышел, то я как бы умею видеть, в каких ситуациях у меня могут еще, включались вот эти ошибки в моих суждениях, то есть в моем мышлении. Вот. Я замечал вот это все или ничего мышление, да, или только так, или никак, вот, а среднего ты не видишь. Вот когда ты их знаешь, как таблицу умножения, то ты можешь видеть за собой через анализ, в каких случаях, какой способ мышления у тебя включился вот в этой ситуации, понимаете? Жить отдельно от родителей хотел бы. Ну, смотрите, жить от родителей все хотят, но дело в том, что мы не всегда можем изменить то, что, получить то, что мы хотим, а нужно просто то, что говорят, поменять отношение к этой ситуации. Только все говорят, поменяйте отношение вот к этой ситуации. Только мало кто знает, как это сделать. Но говорят все. Чтобы поменять отношение к ситуации, нужно изменить свои убеждения, чтобы твой мозг больше на эти ситуации не реагировал, понимаете?
нужно изменить свои убеждения. Убеждения меняются в ситуациях постоянным пониманием и проговариванием, либо думанием по-другому. И вот так ты постепенно начинаешь менять свои глубинные убеждения, то есть менять их. И когда ты их всех исправишь, вот эту свою схему мышления, выстроишь ее осознанно, то есть, скажем так, правильно, то у тебя твой мозг перестанет реагировать на эти ситуации. То есть, как оно происходит? Ситуация, автоматическая мысль, эмоция. С утра и начинается тревога на пустом месте. И вскоре давление и тахикардия. Смотрите, тревога на пустом месте, она не возникает. Тревогу запускают ваши мысли. Просто вы их сейчас не обращали на это внимания. То есть вот до этой минуты, пока я вам не сказал. Вы просто вставали, у вас запускалась тревога, но вы не обращали внимания туда в голову, какая мысль появилась, понимаете? Тревогу запускают мысли. А просто так тревога не появляется. Ситуация, мысль, эмоция. Ситуация может как быть внешней, так и твое тело, точно так ситуация может быть, это наша картинка в голове, мысль. Она пришла и все, она запустила тревогу, понимаете? Ну вот, например, вот к этой теме про утро, что вы рассказываете. Возможно, у вас тоже так будет. Ты когда в этом расстройстве находишься, ну уже спать я научился, когда так более-менее нормально спал, но у тебя же мысли постоянно про твое состояние, правильно? Ты его боишься, ты его не хочешь, оно тебе уже надоело, оно тебя достало, оно уже невыносимо. Но это твой способ мышления. И как только ты вот открываешь глаза, вот я открывал, и у тебя сразу мышление-то включается. Сейчас снова будет. Ты ныряешь сразу, вот ты глаза открываешь, ты начинаешь себя сканировать. Есть у меня тревога или нету тревоги. Есть у меня там болевое ощущение или нету. То есть это автоматическое твое мышление. Ты сразу начинаешь про это думать. Понимаете? Ты сразу начинаешь про это думать, Ольга. И вот если вы проанализируете, то есть посмотрите, то вы увидите, что как только у вас открываются глаза, то у вас все, пошли мысли. Включается мыслительный процесс мыслей. И вот они у вас будут вызывать тревогу. Ну а с этими мыслями, с ними надо работать, понимаете? На пустом месте вскоре давление тахикардия. Все. Вот эти цепочки. Мысль, все, вы пугаетесь, то есть, и все, и пошло. Соответственно, страх что? Усиливает сердцебиение, значит, что поднимается давление, и пошла, прислушивайся, это тахикардия, тут страх работает, сердце быстрее качать начинает. Но по большому счету, если вы вспомните в школе, когда мы кроссы бегали, да, вот эти там на скорость, например, либо на длинные дистанции. Я просто как сейчас помню вот школу, да, мы такие, у нас частный сектор был, и у нас круг сделан был там, ты оббегаешь 4 дома, так как бы, то ты прибегаешь такой, и у тебя то же самое, бух-бух-бух, бьется сердце, нехватка воздуха, ты там падаешь на эту траву там под забором, чтобы отдышаться немного. Но в принципе с тобой то же самое происходит, что и при этом расстройстве. Вот это сердцебиение, тахикардия, человек воздух начинает пытаться глотать. Потому что там, в школе, в той ситуации, для нас эта ситуация приемлемая. То есть мы как бы на подсознании видим других людей, которые бегали, точно так дышали, точно так это происходило. То есть вы даже про это не задумывались, это как бы на подсознательном. То есть у тебя эта информация приходит, смотря на других людей. А здесь у тебя нету такого опыта, чтобы ты не бегал, не прыгал, не давал физической нагрузки, а у тебя вдруг резко начинает биться сердце, да, и подниматься давление.
Как я уже рассказывал, по факту ты просто получаешься как бы виртуальным спортсменом. Только там ты бегаешь физически, да, то есть делаешь действия. А здесь ты мозгом эти процессы запускаешь. Ты запускаешь мозгом, то есть страхом свои процессы. А процессы точно такие происходят, как при физической нагрузке, один в один. То есть, если вы проанализируете, вы поймете, что и сердце бьется, и там напряжение создается, как бы тревожность, и вот ты дышишь, если идет спазмирование мышц горла, да, то есть нехватка воздуха там идет. Все, в принципе, очень похоже. Как избавиться от социофобии? Чтобы избавиться от социофобии, нужно идти в этот социум. Это первое. Поведение формирует убеждение. И второй момент у вас может быть вот это тоже ошибка в мышлении, вот оценки, что люди про меня подумают, а что про меня скажут. Вот, все на меня смотрят, они вот что-то там про меня думают. То есть это тоже ошибки в мышлении, из-за этого у человека создается напряжение. Возможно, от Дилы Джумалиева у вас то же самое. Вы как бы, ну такой термин, зависимость от чужого мнения, понимаете? О, Соня Мармеладова, старая знакомая. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. То есть наша социофобия это из-за нашего неправильного убеждения, что как бы люди там на тебя смотрят и тебя там осуждают и что-то там про тебя думают. На самом деле большинству людей пофиг до другого человека, а вы просто так думаете, что на вас все смотрят и чего-то там про вас думают, понимаете? У каждого человека там свои вопросы, проблемы, и каждый там думает про свое, и по большому счету другой человек ему не важен. А если кто-то там и, и смотрит на тебя, там чего-то там думает про тебя, то это его проблемы, понимаете? Пусть он думает что угодно, но вы же от этого ничего по факту не теряете. Вы не становитесь беднее от этого, у вас там деньги не пропадают или еще чего-то. Понимаете? Вот это вам нужно понять и поменять свои вот это убеждения, понимаете? Что вот такой, как, ну вот этот, как говорят, зависимость от мнения другого человека. Это как-то называется, когда человек все аспекты жизни, он трактует в применении к себе. Понимаете? То есть он все моменты в жизни он налаживает по отношению к себе. То есть воспринимает как бы на себя. Вот. Это тоже есть такой момент вот в мышлении такой, ну тип мышления, скажем, такой. Когда человек все происходящее оценивает в отношении себя. Вот. А как я оделся, а что про меня скажут, ну вот такие вещи. Ты все время как бы думаешь про себя, и ты все происходящее вот трактуешь так, вот, как бы вот таким способом. Что про меня подумают, а что про меня скажут, и как мне надо себя там с другими вести, как, ну каким способом себя вести с другими людьми. Вот это и есть вот этот контакт, ты все как бы воспринимаешь именно в своем аспекте. Вот мне без разницы как бы, ну по большому счету, что про меня подумают, потому что все люди разные, все со своими схемами мышления. И, а как я говорю, когда у каждого человека есть ошибки в мышлении, то все люди больные, да? И каждый будет абсолютно думать по-своему. Кто-то там будет тебя обижаться, если человек с должествованием, что ты ему должен там постоянно что-то делать. Он же не может подумать, что у тебя есть свои какие-то проблемы, и тебе их нужно решать, ну какие-то вопросы. А он, про это он даже не может подумать из-за своего неправильного мышления. Он считает, что при любом обращении его к тебе ты должен выполнить там, ну, определенное действие, помочь ему. И если ты ему откажешь, то он на тебя будет обижаться сразу.
Хотя вы можете 10 раз ему помочь, 20 раз ему помочь. Но если вы не поможете ему там один раз, тут же у него будут автоматические мысли возникать обида на вас. И даже он может там вам выразить какие-то нелестные слова, что ты так, там такой-то, такой-то. Так. Понимаете, здесь такая да, сложноватая система понимания вот этих схем мышления, как они работают и что происходит, какие автоматические мысли возникают, как человек вот с этим убеждением, я знаю, как он будет думать, как он будет реагировать на ситуацию, какие у него автоматические мысли возникнут вот в этой ситуации. Понимаете? И я говорю, что сложность в том, что ошибка в мышлении у человека, как правило, не одна. Там 4, 6, может быть одновременно, и они все переплетены. Поэтому это все разбирается индивидуально. Индивидуально как бы. Ну, если вот работаешь онлайн. Ну, а так можете пробовать разобраться. Есть выжимка Берна, по-моему, 10 ошибок мышления называется. 10 ошибок мышления. И там они описаны. Эти ошибки в мышлении, как они происходят. То есть, когда ты начинаешь их читать, ты там на примерах описаны, ты начинаешь понимать, как это работает, и через анализ себя ты видишь свои ошибки в мышлении. Если мозг подкидывает тревожные мысли, то кто их думает? Ну как кто их думает, Соня? Думаете вы, кто их думает? Человек их думает. Но дело в том, смотрите, мысли мы свои можем думать, а можем их не думать. То есть мы выбираем. Смотрите, как оно устроено. К человеку могут приходить разные мысли, абсолютно разные. Мы не выбираем, какие мысли к нам приходят, понимаете? Также в ситуации у тебя там могут возникнуть тревожные мысли. Но мы можем что сделать? Мы можем эти мысли думать, либо эти мысли не думать. Вот как это происходит. Ну там разные, вот как вам объяснить. Вот, например, из-за схем мышления, да, из-за схем мышления неправильных у тебя возникают автоматические мысли. Это мысли, возникающие от ситуации. Вот происходит ситуация, потом возникает у тебя мысль. Вот это мысли из-за схем мышления. Также есть мысли, которые называются обсессией, интрузивные вторгающиеся мысли. Это мысли, приходящие вразрез наших убеждений, либо это абсурдные мысли. Такие мысли, как правило, возникают на сильном эмоциональном перенапряжении, либо на сильной физической усталости. Но эти мысли, они могут приходить к человеку в спокойном состоянии, понимаете? То есть, но это просто мысли, это мысли, понимаете? И мысли к нам приходят разные, также негативные, либо позитивные мысли, они могут быть абсолютно разные. Мы не можем себе выбрать, вот, чтобы нам приходили все время там позитивные мысли, вот я так хочу. Но это от незнания человека, человек может себе сформировать такое убеждение, что ко мне должны приходить только там позитивные мысли. Но ну, как бы в природе это не так, как думает человек. Человеку разные мысли приходят. Единственное, что мы можем сделать, это мы эти мысли можем думать, а можем их не думать. Понимаете? Вот это в наших силах. Научиться не обдумывать эти мысли. Но там, как вам сказать, там есть такая интересная ловушка, вот тоже продумание я сказал, и тут же вот я вам подсвечу одну ловушку. Когда человеку, вот есть навязчивая мысль, да, слышали вы, которая все время там возвращается, ну, навязчивая мысль. И если ее пытаться не думать, то есть как оно происходит, человек начинает от нее как бы убегать. Он себе говорит, мне не надо думать, мне не надо про это думать. Но по факту он про это и думает. Когда он так думает, либо себе говорит, мне не надо про это думать, про эту ситуацию, про эту мысль. Мне не надо думать про это, мне не надо думать.
по факту это и есть он думает. Как мы можем отделиться? Мы можем мысль, вот есть такая практика, это видеть мысль перед собой, то есть отодвинуть, вот ее пропустить как бы мимо. Вот она тебе, там интересный такой момент, я хотел даже ролик снять, там ленту найти. У нас же мысли в голове, мы как бы в голову не приходят, и мы пропускаем через голову. Но в мыслях можно быть и наблюдателем. Ты как бы мысль отодвигаешь от себя, и ты просто ее пропускаешь мимо, вот как будто она проплывает мимо тебя. Вот смотрите, дам вам такую практику, вот это, если у кого вот мыслительный процесс идет, да, постоянно, и ты не можешь вот как бы от него, вот ты все время мысли. Вот что значит, чтобы понять, не обдумывать мысли? Возьмите тетрадку, ручку, и вот либо вот берешь телефон и вот печатаешь, да, все свои мысли пишешь как диктант в школе. Диктант учитель быстро диктует, да, и тебе же нужно успеть, чтобы записать каждое слово. Ты уже не вдумываешься в эти слова, ты там эти запятые не сильно уже волнуют, ты просто пытаешься этот текст успеть записать, правильно? То есть идет необдумывание этих слов. Точно такие мысли, вот когда они у человека там в голове крутятся, он же их думает, а ты берешь их, просто выносишь на лист бумаги. Ты их берешь и начинаешь писать, не обдумывая их. И вот здесь по факту вот этот момент и происходит, вот, ты как бы эти мысли отодвигаешь от себя. То есть ты в этой тетрадке эти мысли видишь перед собой. Ты не обдумываешь их в голове, эти мысли, ты не думаешь их, понимаете? А ты просто вот как коробки на складе, их сбрасываешь в эту тетрадку, ты их пишешь просто в эту тетрадку, по факту ты их туда, как бы выносишь в тетрадку эти мысли. Без психолога выйти. Ну, смотрите, как вам сказать, без психолога. Ну, нельзя сказать, что без психолога невозможно с этого выйти, это не так. Ну вот, например, женщина Лидия Сергеевна, про которую я в начале вот нашего стрима рассказывал, она вышла без помощи как бы психолога, она вышла по моим роликам, понимаете? То есть, скажу, без помощи меня, она вышла по моим роликам. А значит, возможно. Возможно. Но это сложно просто, это очень сложно. С хорошим психологом, как вам объяснить? Просто там есть такие искажения, которые ты без психолога, ну, очень мало шансов увидеть. Понимаете? Потому что мозг тебе так делает, и ты просто это не видишь. Плюс у тебя будут там неправильные убеждения, то есть ты неправильно будешь трактовать ситуации, тем самым пугать себя, и от неправильной трактовки ситуации ты двигаешься в неправильном направлении, то есть ты поступаешь относительно своего убеждения, но это ошибочно происходит. Понимаете, Адил Джумалиев? То есть, как я говорю, невозможного нету, но очень сложно, очень сложно. Ну, скажем так, вот в моей ситуации я бы сам не вышел. Ну, если не глубоко просажен, то да, по моим роликам, ну, насколько люди мне пишут, вот, да, наши подписчики, то, ну, я понимаю, что достаточно, как сказать, достаточно доходчиво даю информацию, что люди меня понимают, о чем я говорю в своих роликах. И вот, действуя по роликам, да, люди выходят с этого состояния. Так, Ольга написала, выше посмотрите вопрос, смотрим, то есть мысль запускает тревогу, а не ситуация. Смотрите, как вам сейчас объясню. И тахикардия, то что нужно делать? Не реагировать, не обращать внимания, не пить таблетки. Так, Ольга, смотрите. Дело в том, смотрите, есть внешняя ситуация, например, собака выскочила, человек, бах, все, собака, ситуация. У тебя мысль, тревога, опасность, правильно, запустила. Точно так ваше телесное проявление, как происходит? Вот вы просыпаетесь,
И вы же сразу ныряете на ваш мозг, привычка все сканировать тело. Ну, образно обрисовывая ситуацию, я думаю, у вас она так и будет происходить. И у вас тут сердечко, бух-бух-бух-бух, как бы, ну, заработало не так, как вы ожидали, понимаете? То есть вы уже в ожидании, как бы, сейчас сердечко. И вот оно бьется, то есть немножко сам себя уже пугаешь. Но ваше сердечко, вот это, куда вы обращаете внимание, это тоже ситуация. Понимаете? Это же тоже ситуация. То есть телесно, по факту, это тоже ситуация происходит. Также, если у тебя там, например, мысль пришла, как бы, особенно картинками, если людям приходит, то это тоже ситуация для тебя. У тебя пришла пугающая мысль, это ситуация, некое воспоминание. Для мозга реальность и наше воображение это одно и то же. Для него это ситуация. Будь она реальная, будь она произведенная мозгом. Для него это ситуация. Мысль, то есть мысль, картинка, голограмма возникла, мозг испугался. Для него это ситуация. Понимаете? Как вот у тебя воспоминания приходят, да, вот, когда я выходил с этого состояния, какой-то промежуток времени, у тебя все время посещает мысль, что оно все вернется, вот это состояние. Но это приходит мысль. И эта мысль, она у тебя страх, тревогу вызывает. А мысль как? Воспоминание того, что с тобой было. Вот оно все вернется, то, что с тобой было. А то, что с тобой было, оно впечатано в твоем мозгу. То есть это уже образ. Ты помнишь, как тебя там колотило, ломало. То есть у тебя воспоминание идет. Но это мысль. Но это мысль. И эта мысль у тебя вызывает тревогу. А потому что для мозга это реальность. То есть вот для него ситуация опасна. Все, вот эта мысль приходит, и у тебя возникает тревога. Понимаете, как оно работает? Но везде мысль запускает тревогу. Мысль, помните, понимаете? То есть мысль появляется, все, она тревогу запускает. Ситуация, все, мысль, тревожная опасность там. И она запускает тревогу. Вот я помню, просыпался, да, вот ты просыпаешься, например, и у тебя воспоминание, что у тебя это состояние. И все, оно у тебя тревогу вызывает. Что у тебя есть это состояние. У тебя сразу это бух включается. Либо это мышление, но когда ты его меняешь, но потом все равно мысли по этому поводу появляются. Они все время тебя как бы торпедируют, эти мысли, воспоминания. Эти мысли сразу приходят, что у тебя есть это состояние. И все, у тебя оно тревогу вызывает. А если вы еще пугаете сердце, ну как происходит, как человека? Как мы формируем сами себе страхи. Это пугаясь того, что с тобой происходит. Сердце зажало, ты испугалась, поведение, бах, все, мозг запомнил, опасность. В следующий раз сердце зажало, мозг уже у тебя тревогу начинает тебя уже будоражить, он там начинает тревожиться, опасность, опасность, сердце зажало. Но сначала мы эту ситуацию испугались ее. И мозг получил информацию, опасность, он запомнил. Вот такое проявление это опасность, потому что ты его испугался, и мозгу своим испугом ты как бы мозгу слил информацию, что это для нас с тобой опасно. И он уже запомнил, ага, вот это проявление опасно. Или вот появление там вот этого собаки это опасно. Там, ну, вот таким способом он работает. И по факту что мы начинаем делать? Мы начинаем сами себе создавать триггеры. Пугаясь вот этих там всяких проявлений, пугаясь каких-то ситуаций. От незнания ты начинаешь пугаться. Ты начинаешь ну, то есть, пугаясь, ты фиксируешь в мозгу, что это опасность. И вот эти цепочки, вот это устройство и понимание, как оно все работает, и ты тогда начинаешь с этим работать. Понимаете? Ты как бы закрутившись в это расстройство, делая неверные реакции, неверные шаги от своего непонимания и незнания, ты вот это все усугубил, сформировал, как бы образно, чтобы вы понимали, ты накрутил сам себе клубок. Вот смотрите, вот знаете, у бабушек такие клубки, вот носки, которые вяжут, да, такой клубок смотанный. Нитка шерстяная смотанная, клубок. И вот ты себе такой клубок накрутил, а теперь нужно брать
за кончик этой нитки накрученной и начинать этот клубок обратно распутывать. То есть ты куда-то просел, а теперь тебе нужно оттуда, куда ты просел, начинать выходить обратно. Вы сами испытывали панические атаки? Ну, конечно, испытывал. Смотрите, у меня есть ролик «Моя история». Моя история. Там я рассказываю, что со мной было. Панические атаки, как бы, я бы вам сказал, это еще цветочки панические атаки. То, куда я уже был просел, там намного было похлеще. А я их испытывал сначала, они там, когда начинались, как бы, они же потом, когда ты пугаешься, ты, получается, создаешь, как бы, своим испугом страх страха. Вот тебя начинает крыть, ты этого пугаешься, и ты попадал я в такой замкнутый цикл. Меня все время крыло. Бух, бух, бух. Я даже посчитать трудно, сколько за день у меня было панических этих атак. Я дошел до такого момента, что я боялся уже сам себя. Я только подумаю, что меня сейчас накроет, вот это вот со мной произойдет, и у меня сразу это было. Мгновенно. А ты только про это и думаешь, вот ты в замкнутом этом кругу. Тебя бах накрыло, ты раз, ты снова подумал, и тебя снова накрыло, и тебя снова накрыло. И вот это нескончаемо было. Потом это стало усугубляться, кардионевроз подключаться, там, агорафобии. То есть, ну, как я говорю, начинается с панических атак, а потом пошло накручиваться как снежный ком. Как снежный ком, либо как вот этот моток, про который я рассказывал. Тебе там все начинает присоединяться. Весь этот букет в этом расстройстве. Оно присоединяется, у тебя сначала панические атаки, потом присоединяется кардионевроз, потом агорафобия. Это вот все как такой букет, оно создается, и у тебя потом оно все, вот это есть. Вот у тебя все. Весь этот спектр радости создается. Вот. Так. Да, так, Ольга, еще про таблетки. Я не пугаюсь давления и тахикардии. Мне больно. Говорят, не надо реагировать. Пить таблетки. Больно. Мне больно. У вас телесная боль, вы говорите, мне больно. Я не пугаюсь, давление тахикардии. Ольга, мне больно. Говорят, не надо реагировать, пить таблетки. Еще такой вопрос, какие вы таблетки пьете? Антидепрессанты вы имеете в виду? Или зачастую человека, когда давление прыгает, ну, у меня тоже такое было там пару раз, там бежал и жменю таблеток от давления пил. От давления, да, у меня такое тоже было. Вы поймите одну вещь. У вас давление психологическое. Ну, когда вы кросс бегали, да, вы же потом от давления таблетку не пили, да вы и давление не мерили. Но если померить у вас давление, оно тоже у вас будет поднимать повышенное, потому что это нормальный процесс нашей физиологии. Меня просто, я когда носился вот с этим давлением и думал, что у меня проблема с сердцем, то я в Минске, я не помню, там в больнице проходил такой велосипед. То есть меня садили на велосипед, одевали на меня вот этот манжет-тонометр, 2 врача сидело там за компьютером, один там меня тонометр этот отдел, я сел на велосипед и я поехал. То есть они отслеживали мое там давление. И мне сказали, когда вы почувствуете, что что-то не то махните рукой, мы тогда будем потихоньку снижать скорость. Я говорю, ну хорошо, ну вот и мы поехали. Они переключали скорости, то есть утяжеляли мне кручение этих педалей. И в какой-то момент у меня там висела картина и шифонер стоял, то есть шкаф. И они начали у меня плыть. Ну, я понял, что вот что-то со мной начинает не то есть я плыть начинаю. Я махнул рукой, дал команду как бы этим врачам 2,
ну там медсестра, наверное, может, какая-то была, и врач, да, и они стали понижать скорость, то есть раз, свели на нет, и что оказалось? Там такая таблица, была такая таблица, там было 6 пунктов в этой таблице, то есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой пункт, то ли шестой, то ли седьмой, это уже профессиональная спортсмена, пункт там давления. То есть, что у меня получилось? Я дошел то ли до четвертого, то ли до пятого пункта. То есть, было написано высокая толерантность к спортивным, к физическим нагрузкам. То есть, иными словами, я был абсолютно здоровый человек. Хотя я себе ощущал больным, что у меня, наверное, больное сердце, потому что постоянно молотит это давление, что у меня проблемы физиологического плана, я все время носился, я кучу кардиограмм у меня дома лежит, когда я еще не знал, что со мной, меня то там брат в эту больницу возил, все время кардиограммы снимал, потому что когда крыло сердце там бубу, или ты чувствуешь сжимание, вот этот кардионевроз, все, ты быстрее давай в больницу, у меня сейчас инфаркт, вот это катастрофа, все. То есть я там носился нормально. И второй момент, вот люди пьют, они начинают от страха понижать давление. Но дело в том, давление психологическое, а значит, что первый момент, ты выпиваешь таблетку, да, ты выпиваешь таблетку, но таблетка же, она действует через какое-то время. То есть ей нужно сначала всосаться, то есть ты ее проглотил, она в ЖКТ зашла, дальше ее функция. Ей нужно там рассосаться, чтобы стенки желудка втянули этот препарат, правильно? Чтобы он поступил в кровь, а там уже в крови он выполнил свою функцию, там, например, расширил сосуды. То есть это целая логистика. И это время. А как у нас получается? Я тоже пил эти таблетки. Получается, у тебя все, вот эта паничка пошла, ты испугался, давление, все, ты эту таблетку глотаешь, а потом паничка это раз, ты как-то, тебя предпускает, да, тебя предпускает, а таблетку ты уже выпил, и вот тут таблетка там где-то что-то начинает действовать. Ну что, интересно, ты можешь пить, потом тебя снова кроет, у тебя снова поднимается давление. То есть они не работают. И их не нужно пить. Их не нужно пить, потому что эта таблетка от физиологической проблемы, а у тебя ее нету. Ты просто спортсмен. А когда ты просто спортсмен, тебе препараты пить не надо, понимаете? Зачем тебе пить препараты? Вот. И вот ты в таком, человек может в замкнутом кругу крутиться. Вот пить эту таблетку, ты можешь выпить, через 5 минут мерят давление, а этот аппарат для тебя триггер, ты на него только смотришь, у тебя все начинается паника, то есть ситуация, ты смотришь, как эти цифры там бегут, все, и чем ближе результат этого давления, а то, что оно у тебя большое будет, теперь ты уже это понимаешь, это от твоего страха, ты его, скажем, нагнал сам себе это давление, и, конечно, у тебя цифры там высокие показывают. И твоя таблетка, она вообще не работает. Ты можешь выпить, и каждый раз будешь мерить, у тебя давление будет такое. Пяу, пяу. Понимаете? Я все это прошел. Вот то, что сейчас вы проходите, я все это прошел. Я тоже носился с этим аппаратом, меряющим давление. Как то я забыл, манометр? С манометром этим. У меня даже ролик есть про мерение давления. Короткий ролик, где я рассказываю про это давление. И я его тоже вот мерил, что больной. Вот я, если дома был, я каждых 5 минут мерил это давление. Меня каждых 5 минут, вот ты меришь, тебя кроет, потому что этот аппарат для тебя триггер. Чем ближе цифры, чтобы показало тебе давление, тем у тебя сильнее страх. И там же оно тахикардию выбивает, понимаете? Такой этот зигзагообразный, такой, волна такая, да, зигзагообразная, вот этот, показывает тахикардию. Через раз, кстати, у меня было. Вот меряешь, у тебя высокое давление, там,
но тахикардию не показывают. В следующий раз меришь, тахикардию показывают. И вот так вот, один раз не покажет, или там 2 раза подряд эту тахикардию показывают, когда меряешь давление. Понимаете? Поэтому вам нужно осознать и понять, что у вас давление психологическое. Таблетка помогает, и давление, и тахикардия проходит. Это точно. Вы имеете в виду, что если таблетка помогает, то оно теоретически должно пройти. Про это, Ольга, вы говорите, правильно? А если оно не проходит, то значит, таблетка не работает. Логически правильно мы вывод делаем. То, что я вам объяснил. А знаете что, о расстройстве говорить не надо. То есть не надо, извините, надо об этом говорить. Дело в том, что многие люди, это сейчас вот это стало как, вообще это сейчас бичом стало современности нашей. Много очень негативных ситуаций в мире, и это расстройство, оно только будет увеличиваться. Там семимильными шагами идти. Это даже спрогнозировано ВОЗом, что к 2031 году проблема тревожных расстройств вот этих всех выйдет на первое место в мире. Выйдет на первое место в мире. Потому что такая ситуация. Везде стресс. Экономика, всякие эти горячие очаги. Люди сходят с ума. Злость эту разгоняют друг на друга, потому что люди, извиняюсь за выражение, но оно подходит к нам. Мы глупые люди, а мы глупые вот это и творим, понимаете? Вот. И поэтому это только будет нарастать. Это только будет нарастать. И это не будет чем-то таким редким, и когда человек стесняется об этом говорить, он даже не понимает, о чем говорить. Вот я тогда не понимал. Вот что мне рассказать своей жене, что это у меня такое, я просто тогда не понимал. Тогда не было такой информации, это уже прошло 15 лет, вот когда назад я попал в это расстройство. Мне сейчас 49, а я попал в 35. Тогда не было даже компьютеров нормальных, я помню, дочка играла в какой-то примитивный компьютер, там в какую-то примитивную игру. Моя старшая дочь, когда маленькая была. И у меня вообще знаний не было, что это такое. А психологи были, психотерапевты, они ничего не объясняли. Они там таблетки выписали, все, идите. А что с тобой, что это, с чем его едят и что с этим делать? Никто же, потому что я так думаю, они сами не знали. Они-то знали, но и не знали, по большому счету. Они понимали, что это психическое расстройство, а что это такое, что с ним делать, они просто не знали. Я думаю, это было так. И поэтому, а у человека в этом расстройстве, у него много вопросов, нужны ответы, понимание, что с тобой. Непонимание тебя пугает, тем более это с тобой происходит, внутри тебя, с твоим организмом. И, конечно, тебя это пугает. Это сейчас очень много информации, и поэтому, зайдя там в какие-то чаты, скажем так, на платформы какие-то, забивая, понимая, что это там тревога, это депрессия, там и так далее, там ты получишь кучу информации. А на то время, когда я попал, никакой информации практически не было. Практически не было. Поэтому это меня и разгоняло дальше. Я думал, что я один такой на белом свете, вот какой-то не такой, со мной что-то происходит непонятно что, и что с этим делать, и как с этим жить, и вообще. Мне даже некого было спросить, потому что в моем окружении никто, этим не страдал и этого не понимал, что вот происходит именно со мной. Единственное, что мой дядя сказал, одну фразу. Вот у меня как-то тоже так вот, я ехал на машине, и когда вот понервничал, мне как-то вот так мутно становилось. То есть это вообще, это даже не зернышко со всего этого, что происходило со мной. Вот это вся информация была о этом расстройстве, понимаете. А там же у тебя, ты когда вкручиваешься, много чего с тобой происходит.
Вот, и много вопросов возникает, они только накапливаются, ответов нету. Симптомы психологические или нет? Смотрите, симптомы психологические нет, здесь очень есть один хитрый момент истины. Все эти психологические симптомы телесные, они полностью копируют физиологические симптомы. То есть, если у вас реально больное сердце, то были бы точно такие проявления, как и при кардионеврозе. При кардионеврозе. Здесь нужно, что я делал, переубеждал себя. И пока вы будете сомневаться, вот эти мысли, сомнения будут у вас вызывать тревогу. Вы никогда не выйдете с этого тревожного расстройства. Пока вы будете верить этим мыслям, пока вы будете сомневаться в себе, пока вы будете думать, что у вас физиологическая проблема. Думая так, эта мысль у тебя вызывает тревогу. Понимаете? Это, это очень хитрая ловушка. Я помню, мне долго приходилось себя переубеждать, потому что эти мысли снова и снова возникали, потому что ситуация у тебя дублируется. И у тебя сомнения, а вдруг, а может, и они сразу у тебя тревогу вызывают. А вдруг вот уже было так 158 раз, или там 1340 раз, и каждый раз ты думаешь, что ну тогда было вот так, тогда это был симптом, а вот сейчас может быть уже точно сердце, понимаете? Вот такие мысли. Что ну вот тогда вроде все нормально, а вот вдруг сейчас сердце, вот действительно вдруг сейчас сердце. И вот это вдруг, а может, вот оно у тебя и вызывает тревогу постоянно, понимаете? И пока ты эти мысли не оспоришь, не переубедишь себя, но это один вариант. Это тяжелый, ну, долгий вариант, но самый быстрый вариант, но самый тяжелый, он быстрый, но самый тяжелый. Сейчас вы поймете, почему самый тяжелый. Это принять смерть как неизбежность. Это самый короткий путь освободиться от этого страха. Но сама мысль, что ты умрешь, ты ее не можешь принять. Она у тебя страх вызывает. Она у тебя вызывает страх. Сама мысль, что ты умрешь. Вот только ты, ну ладно, приму, вот умру, и тут же ты, нет, не надо умирать, я не буду умирать. Вот тут же мгновенно. У меня так это все было. Но я потом помню один раз, когда вот тебе все равно до сознания доходит, вот эти с давлением, кстати, связано было, что ты каждый раз меряешь, у тебя одно и то же происходит, и ты все не умираешь, и ты постоянно одно и то же происходит, и ты не умираешь, и потом ты как-то вот оно доходит до твоего там сознания, вот этими повторениями, там, днями, месяцами, приходит до твоего сознания, и я помню, лежу, да, вот я померил, вот это весь цикл прошел, аппарат этот включил, цикл этот прошел, сердце это ляпает, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, постепенно сердце меньше и меньше било, сначала выскакивало, но постепенно осознавая, у тебя меньше и меньше страха становится, он как бы по чуть-чуть там понижается. Я помню в один момент, я просто лег на кровать, вот, я померил, у меня там сердце-то ту-ту-ту-ту, и я думаю, да хер с ним, сдохну так сдохну. И раз так смотрю, оба, и все, и вот это принятие произошло, и меня раз тревожность, это напряжение, раз и отпустило, понимаете? То есть, что произошло? Произошло принятие, что вот, ну, как будет, так будет, умру, так умру. По факту это произошло принятие. Вот это самый короткий путь, но он самый страшный. Это подумать о том, представить, что вот, ну, умру, так умру. Вот это в этом расстройстве самое страшное сделать. Но это самый короткий путь, но он самый страшный. А так получается, через анализ, понимание и переубеждение себя, ты постепенно понижаешь страх, стресс. Я фаталист. Почему тогда не проходит этот невроз? Потому что, Ольга,
Потому что вы сами себя обманываете. Вы так думаете, но вы боитесь смерти. Понимаете? Вот то, что вы написали «я не боюсь смерти», «я не боюсь смерти», то вы меня обманываете. Вы обманываете себя, но вы не понимаете, что вы себя обманываете. Если бы вы не боялись смерти, вы бы не мерили давление и сразу бы не хватали эти таблетки, не пили, понимаете? Если бы вы не боялись смерти, вам бы все равно было. Но вы боитесь смерти, поэтому не обманывайтесь, вы ее боитесь. И невроз не проходит от того, что ты не боишься смерти. Невроз — это длинный процесс работы, там много с чем работать надо, понимаете? Там нету линейности. Там нету такого. Мне зачастую раньше писали: вот скажите, а вот что мне сделать, чтобы вот все освободиться? Там много чего нужно делать и зачастую долго. Вот мне понадобился год. Год понадобился кропотливой, постоянной как бы работы, но постепенно, чем больше ты тренируешься, у тебя меньше и меньше уже просветы появляются, где как бы передышки такие, понимаете? То есть это большая, объемная работа над собой. Нету какой-то золотой таблетки, либо универсального рецепта, который быстро решает эту задачу. Временной выход с этого расстройства зависит от просадки человека. Чем глубже и дольше по времени мы сидим, то есть как оно, я в себе определял. Если ты дольше сидишь, значит у тебя шире и пышнее этот весь букет. То есть у тебя там разное все подсоединяется, у тебя целый букет получается. Если ты меньше в расстройстве, то, возможно, ты весь букет этот не собрал. А то есть ты определенные там собрал, например, были панические атаки, там, потом у тебя агорафобия там появилась. То есть ты часть только собрал этого букета, но не весь букет, если ты стал тренироваться и запустил этот обратный процесс, понимаете? Не дальше тебя это вкручивало, а ты за счет тренировок, осознания, понимания, то, что называется, вовремя обратился к специалисту. И ты начал заниматься, тебе стали объяснять, и ты, то есть, этот процесс запустил обратно. Понимаете? Вот. Поэтому временной промежуток зависит выхода с этого состояния. Первое, это от времени, сколько ты там был, насколько ты глубоко туда засел. Еще второй момент, от упорства труда. И самый главный момент, это зависит от интеллекта человека. Насколько человек осознает и понимает, что ему доносит специалист. Понимаете? Потому что есть люди со тщетным интеллектом, то есть со слабым. Они не могут вот это осознать и понять. Им как не объясняешь, но ему не доходит. То есть, это, как сказать, слабый интеллект. То есть человек никак он не может понять, что ему пытаются донести, понимаете? И поэтому я даже спрашивал у Анны, да, Анну вы уже знаете, как бы все, это тот специалист, который меня выводил с этого расстройства. И я ей задавал вопрос: Анна, если у вас, она уже довольно практикует долго, то есть уже там, это я вышел, уже сколько, 5 лет, да, 5-4 года, мне 49, она до этого работала, скажем, лет 10, может больше, вот это я точно вам не скажу, скажем, уже долго практикует. И я ей задал вопрос: а если у вас такие клиенты, которым вы не смогли помочь? Она сказала: к сожалению, да, это у людей тщетный интеллект, то есть люди не могут понять вот этого всего, что ты им объясняешь и рассказываешь. Потому что это на самом деле способность думать, ты учишься думать, чтобы тебе выйти с этого состояния, тебе нужно анализировать, как это происходит, замечать, развивать.
То есть это и есть интеллект. Ты развиваешь одновременно у себя интеллект. У каждого человека свой день рождения и свой день смерти. Я на это повлиять не могу. Поэтому перестала бояться смерти, на все воля Божья. Да, вот это есть принятие. Ну как, смотрите, вы так можете думать, да, можете думать, но не убедить себя в этом. Я вот эти вещи, я хорошо за собой наблюдал, что если ты так думаешь, это не значит, что ты в это веришь. Понимаете? Я за собой такие вещи наблюдал. А это нужно убедить себя, чтобы в это поверил мозг. Даже может быть такое, ты уже веришь, ты понимаешь, осознаешь, а он не верит. Либо ты так думаешь, но ты не веришь. Слава, потух чего-то это. А, нет, это нажал это. Либо ты так... смотреть видео Анна. Либо ты... Ну вот я помню, вот вы написали, у меня сразу приходят эти воспоминания, когда я так думал, либо говорил, но ты говоришь, но ты не веришь в это. Ты не веришь, ты просто говоришь, но ты не веришь в свои слова. Вот как-то оно так происходило. А тебе нужно абсолютно в это поверить. Тебе нужно убедить себя в этом, иными словами, убедить свой мозг в это. Чтобы он в это поверил, что это такие есть, понимаете? Фаталист. Фитнес-любовь. Здравствуйте, уже второй раз пишете привет. Я все вижу. Вот. Адзил Джумалиев. Смотреть видео Анна. У Анны видео нету. Видео есть мои. Анна, она меня выводила, как вам сказать, я к ней ездил на приемы, и она со мной работала вживую. Она меня выводила, эта девушка, понимаете? Она, не по видео я там выходил или еще чего-то, Анны. Вы неправильно поняли. Она не работает вот таким способом. Она работает в личных приемах, вживую. Понимаете? На сообщение Анны, оно выше. Интересный вопрос. Сообщение выше, значит. Анны? Да, покрути мышкой вверх сюда. На ютубе. Ищи, да. Вопрос Анны. Так, Анна, если у нас... вот Анна. Какую выгоду имеет мозг, что держит человека в тревоге? Анна, почему решили, что это какая-то выгода? Это ваш способ мышления, понимаете? Сформированный нами. Наш способ мышления. Есть такой еще термин в психологии, выученная беспомощность. То есть это тревожное мышление, либо тревожно-депрессивное мышление. Никакой выгоды там мозгу нету. Это ваш мозг и это ваш способ мышления. Я понял, что вы имеете в виду. Есть такие блогеры, да, психологи тоже там с дипломами, что они говорят, что это тревожится, это у человека некая выгода там. Вот ничего как бы не делать. Вот это тревожится, это выгода какая-то там. Но, понимаете, с их словами я не согласен. Ты просто не понимаешь, что тебе делать, у тебя такой способ мышления, но ты же не знаешь, что это твой способ мышления, понимаете? То есть там очень много всего. А они вот так обрисовывая ситуацию, это даже, наверное, немного бы, если бы я был в этом расстройстве, я бы обижался на это, потому что они это преподносят, как будто ты это специально делаешь, как будто это тебе надо. Но так страдая, ни один бы человек этого не захотел. Ни один человек, страдая. Вот и переносить эти страдания. Поэтому никакой там выгоды, ничего нет. Просто человек не понимает, что ему делать и как выйти с этой ситуации. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, вы имеете в виду,
вот это, что сказал я. Вот эти слова там разного рода психологов, что это некая там выгода. Вот тревожиться, ничего не делать. Вот Татьяна. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Людей что-то больше и больше начинает подключаться. Да, Татьяна да. вышла. Нормально. Вот. Здравствуйте, Татьяна. Не видео есть. Анна Черни. Анна Черни. На Ютубе есть. Анна Черни. Нет. А, черный? Моя Анна, которая меня выводила, это Анна Кандаурова. Это не Анна Черни. Ну, конечно, там хватает разного рода психологов на Ютубе. Я понимаю, что там чуть ли сейчас не каждый психолог, да, все себя позиционируют, что там они прошли через эти расстройства и рассказывают, что там надо делать и как у них было. Многие, как вам сказать, я так думаю, что это сейчас становится каким-то новым движением хайпануть. Но я как-то в своих роликах говорил, что, ребята, если вы в этом не были, то не будите лихо, пока оно тихо. Потому что мы так устроены, то, о чем думаем, то мы к себе это и притягиваем. Поэтому я таких людей предупреждаю. Это не то, что я там, а я говорю, что оно так и есть. Не будите лихо, пока оно тихо. Пришлось ходить на психотерапию. Смотрите, на психотерапию я ходил год. Но как это происходит? Сначала я ходил 2 раза в неделю. 2 раза в неделю. Ну, буквально через день. Там понедельник, потом, по-моему, четверг. Ну, там через 2 дня. Через какое-то время, там, наверное, 2-3 месяца, я стал ходить уже... Включи. Стал ходить, потом ты раз в неделю ходишь. Почему идет этот разрыв? Потому что постепенно ты получаешь информацию, ты тренируешься, ты это понимаешь, ты как бы осваиваешь эти приемы, и уже ты потихоньку начинаешь сам справляться. А дальше у тебя как корректировка идет. Потом как бы вот у тебя возникают какие-то вопросы, либо вот у меня были такие моменты, я на каком-то этапе застревал, не мог пройти. Вот вроде бы тренируюсь, делаю, а такое ощущение, что я с места не двигаюсь, а как бы топчусь на одном месте. Еду на прием, мне дают объяснение, у меня происходит щелчок, эврика, все, я пошел дальше, понимаете? И вот потом я ездил один раз в 2 недели, ну то есть вот, как вам сказать, по нисходящей, да? Сначала это 2 раза в неделю, получается 8 раз в месяц, потом через несколько месяцев это получается уже раз в неделю, 4 раза в месяц, потом уже я ездил 2 раза в месяц, потом раз в месяц, ну и вот так и все. И так я вот и с этого и вышел. Так, Адил Джумалиев, Черниговская, ее зовут Татьяна Черниговская, но не Анна. Если вы имеете в виду ученую Черниговскую, возможно, вы имеете в виду какую-то другую Черниговскую, возможно. Но я думаю, про которую вы говорите, ее зовут Татьяна Черниговская. Вот. Я когда попала в нейроз, была в шоке, что меня стало все пугать. И ни на минутку не остановилась. И было везде, и все делала. Теперь везде тревожно. Но просвет есть. Да, ты постепенно закручиваешься в это расстройство. Сейчас я вам объясню. У меня еще, знаете, что удивляло? Что какие-то вещи, которые я делал так неосознанно, рефлексорно, да, вот что-то делал, оно вроде что-то помогает, но разница в том, что когда ты делаешь осознанно, понимая, что ты делаешь и для чего делаешь, что это совсем другое. Вот так и приходит осознанность, понимание. А когда ты просто делаешь, и тебя
нету полностью понимания, для чего ты делаешь и что ты делаешь, то оно как-то не фиксируется, оно как-то не откладывается в мозгу, понимаете? И там самое главное, это алгоритм работы. У тебя разные приемы, но они все разбросаны. Это как куча шаров, шариков, да, перемешанных разного цвета в одной корзине. А нужно все эти шарики разноцветные разложить по своим цветам. То есть все их нужно как бы по отношению к своему цвету собрать в команды эти шарики. А пока они разбросаны у вас, как в этой корзине, вот эта каша в голове, ты вроде бы и знаешь, что делать, и ты делаешь, и одновременно ты и понимаешь, и не понимаешь. То есть у тебя такое, как конфетти разбросанное. У тебя нету алгоритма, что, куда, зачем и как. Это на то, это на то, это на то, понимаете? И пока ты вот не выстраиваешь этот алгоритм, то по факту ты как крутишься, вот вроде бы ты что-то делаешь, вроде не делаешь, и вроде бы ты делаешь, но вроде бы ничего и не двигается, и ты вот не понимаешь до конца, что, как, и вот это так работает. Вот это так работает, понимаете? Поэтому это определенный путь, почему желательно, чтобы вел проводырь, как я называю, чтобы тебя буквально за руку проводил через этот дремучий лес. Потому что в нем много ловушек и разных бабайков, понимаете? Которые тебя пугают, где ты застреваешь и так далее. Вот, желательно, чтобы было так. Это желательно. Ну, возможно, конечно, как я уже сказал, и самостоятельно по определенной информации, там, роликам попытаться выйти, почему нет. Вот Лидия Сергеевна это сделала без моей помощи, как бы чисто по моим роликам. Понимаете, не связываясь со мной ни разу. Вот. Ну, сделала. Ну, по ее описанию, там тоже с ней такое происходило, как бы не слабое у нее расстройство было, если уже там и ноги отнимались. То есть я насчет его описания понимаю, что там тоже у нее хороший уже страх, тревога было, как бы много чего подключилось в этом расстройстве. Но вот она справилась. И молодец, она молодец. Она даже своеобразный герой теперь у нас будет, своеобразный герой. Ирина Сергеевна с Киева, которой 70 лет. Вот это наш на данный момент самый возрастной герой с наших подписчиков, то есть с нас со всех, понимаете? Поэтому майку первенства я передаю ей теперь. Потому что я более моложе с этого состояния выходил. А она уже человек возрастной, справилась с этим, понимаете? Хотя везде говорят, что это невозможно. Везде хотя говорят, что это невозможно. Вот. Попадает в это состояние, из-за стрессов надо искать причину основную и с ней работать, или это только работа с мышлением? Так, Ольга, так, Татьяна, скажите, была ли у вас внутренняя невидимая тряска? Так, что-то быстро вопросы пошли, сейчас я могу пропускать, когда попала в невроз, ну, просвет есть. Не Анна Чертак ответил, так, была ли у вас внутренняя тряска? Конечно, было внутренняя и наружная. Вы имеете в виду вот такое ощущение, что у тебя все органы внутри как холодец, да, вот они вибрируют такой. Кто-то обрисовывал, я еще как высоковольтные провода, когда гудят, гул такой внутри. У меня было такое вот сердечко, такое ощущение, вот оно как тряпочка висит, как будто на ниточке, и вот оно как будто сейчас оторвется, так как заячье, знаете, такой трик-трик, но ощущение такое, что как будто сейчас тебя реально это сердечко там отобьется. Так же, как вот все оно там, холодец такой, было. Поэтому, Ольга, было, Татьяна, было все. Почему люди попадают в это состояние из-за стресса? Из-за стрессов надо искать причину основную, с ней работать, или это только работа с мышлением. Здесь может быть по-всякому, но
из-за неправильных глубинных убеждений, из-за схем мышления. Дело в том, что нужно сначала убирать последствия. Понимаете, Ольга? Сначала убираешь то, что с человеком происходит сейчас. Если у тебя панические атаки, тебя не волнует твоя схема мышления, пока тебе не до этой схемы мышления. Нужно убрать панические атаки. Понимаете? Если у тебя работает кардионевроз, то тебе не до схемы в твоем мышлении. Тебя пугает вот это сжатие в груди. Нужно расправиться с этим кардионеврозом. И вот когда ты устраняешь вот эти острые фазы, отрабатываешь их постепенно, когда у человека уменьшаешь этот стресс-тревожность, то есть при уменьшении стресса тревожности симптомы начинают терять свою яркость, силу. То есть они уже не такие становятся. И вот, и тогда там, постепенно решая те вопросы, которые человека волнуют на данный момент, и потом уже на определенном этапе ты параллельно начинаешь уже вводить вот этот механизм исправления его ошибок мышления, причину, схемы мышления. Также причина может быть неправильное убеждение, что человек во что-то верит, но это не так. На самом деле это не, что это происходит не так, как он в это верит. Понимаете? И вот ты находишь причину и как бы устраняешь, объясняешь человеку, что у него ошибочное убеждение, что это невозможно, как он думает. Понимаете? И вот так убираешь у него страх из-за неправильного его убеждения. То есть там разные моменты могут быть, но самое основное это схема мышления. Из-за схемы мышления мы получаем систематический стресс ежедневный, потому что ситуации в жизни повторяются каждый день, и каждый день из-за неправильных схем мышления ты испытываешь стресс. А он работает как накопительный, и все, и потом вот начинаются панические атаки, ты эмоционально не выдерживаешь, и пошло-погнало тебя. Также ОКР, когда человек тоже имеет эмоциональное перенапряжение, там реагирует на какую-то мысль, эта мысль начинает быть навязчивой, либо он начинает верить этой мысли, она его пугает. Это обсессивно-компульсивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. Там больше такая увязка идет уже с навязчивостями, вот с этими мыслями, когда человек, вот он верит в свои мысли, его мысли пугают, как бы, там такой момент больше как веры в свои мысли. Либо испугался человек какой-то мысли, и она у него навязчивая становится, понимаете? Он тогда начинает бороться с этой мыслью. Хороший день, добрый день. Я как вижу новое видео от вас, на душе уже легче становится. Хороший день. Прошли сильные атаки, появилась раздражительность. И да, мысль пугает, от которой в солнечном сплетении горячо становится. Вот. Так. Это Татьяна начинает уже себя через анализ понимать, как оно все происходит. Это Ольга писала. Так, тут Татьяна появилась. Появилась раздражительность. И да, мысли пугают, от которых в солнечном сплетении горячо становится. Смотрите, от чего появляется раздражительность? Раздражительность появляется оттуда, первое, это из-за вашего должествования. Из-за нашего должествования. Вы не можете принять свое состояние, а это вызывает излишнее напряжение, то есть раздражительность. Может быть из-за наших шаблонов мышления. Понимаете? Вот оно не должно быть, а у меня оно есть. И вот это идет непринятие этого состояния. И это как плюс с минусом, оно искрит, оно не может совместить вот это. А именно через убеждение. Потому что при должествовании у тебя не должно быть, а у тебя это есть. И это тебе создает еще больше излишнего напряжения, раздражительность. Ты не можешь принять саму себя вот в данный момент, понимаете? Вот у вас может быть такая вещь, а это будет создавать излишнее напряжение. Примите это состояние как
как повод потренироваться. Как повод потренироваться. То есть пройти определенный путь. Что это не наказание тебе какое-то, я не могу это терпеть, а потому что, ну, оно так получилось. Вот оно получилось, да, вот оно есть. Вот у меня принять это. Вот оно у меня сейчас есть. Но оно временно. И я начинаю свой путь. Я начинаю тренироваться. Как будто ты идешь в спортзал. Поэтому я, когда это все осознавал и понимал, и я слово «бороться» заменил на слово «тренироваться». Я потом стал вставать и говорить себе: я сегодня снова буду тренироваться. И все, и начинал работать. И когда я поменял эти два слова «бороться» на «тренироваться», я увидел, что мозг мое расстройство стал воспринимать совсем по-другому. То есть не было излишнего напряжения, потому что в слове «тренироваться» смысл, что тренировка это даже классно. А когда бороться, активировалось все, это как последний бой. То есть я создавал излишнее напряжение. Вот. И когда ты начинаешь это понимать, ты начинаешь правильно выстраивать свои убеждения. Из-за этого чувства, что сходишь с ума. Сильная раздражительность. Из-за этого чувства, что сходишь с ума. С ума вы не сойдете. Так, ну что, надо заканчивать, да, Слава? Так, ну что, будем, наверное, заканчивать сегодня наш эфир. Будем заканчивать наш эфир. Слушала Сергея Бурдака, он о том же говорит. Меняем мышление, но это очень сложно, теоретически понятно, практически невозможно. Ольга, вы ошибаетесь. Просто я многих смотрел, ну, блогеров, да, вот вы про Сергея Бурдука, да, парень молодец, много чего рассказывает, тоже через это прошел, я просто так по диагонали смотрел, да, ну, то, что он рассказывает, такого не придумаешь, через это нужно пройти. Но я мало видел, чтобы была какая-то хорошая информация по работе с мыслями, и заменой убеждений. Ну, может, я это не видел, не знаю, может, у них там где-то в платных каких-то программах там или еще где-то, но смотря по диагонали, там, Живнировича, Федоренко, Сергея Бурдука, ну, не видел я такое конструктивное объяснение работы с мыслями, понимаете. И второе, надо иметь дорогу эту, понимание, дорогу, вот через что я прошел. Я шел без препаратов, и поэтому со мной, я проходил это все на живую. Я видел это все естественно, что происходило со мной, без искажений препаратов, потому что, когда ты пьешь препараты, они влияют на мозг, и они у тебя искажают действительность, понимаете? А без препаратов ты это все видишь, как с тобой на самом деле. Да, это тяжело ломает, крутит, но это ты видишь, как оно происходит на самом деле. И поэтому мои познания в выходе с этого состояния, скажем, они глубинные, понимаете? То есть у меня выработан вот этот весь алгоритм всего этого пути от А до Я, вся эта дорога. Это жесть. У меня тоже, если вы смотрели мои ролики, тоже 10 лет, Татьяна. Я 10 лет был в этом состоянии. На 10-м году, вот 10-й год, это был мой путь выхода с этого состояния. То есть 9 лет я в нем находился, а 10-й год, находясь в нем, я выходил с этого состояния. Так, ну все, как бы на сегодня заканчиваем, да, как бы заканчиваем. До новых встреч с вами. Только когда они будут, я не знаю, не могу сказать. Потому что как бы нужно работать, поддержки нету финансовой, поэтому приходится самим как-то. Так, все, так, спасибо, все, спасибо, до новых встреч, до новых встреч. Кто хочет связаться, есть контакт, так что смотрите, пишите, есть мой личный телефон, если кому-то надо. Все, добренько, спасибо, до свидания.